Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такое панно из 3 сердец. Уже, так сказать, подготовка к 14 февраля у меня идет в домашнем моем декоре. Потребуется палочка и хлопковый шпагат, у меня 4 миллиметра, ножницы, естественно. Отрезаем 6 отрезков по 2 метра, чтобы получить именно 3 таких сердечка. Если вы хотите одно, то нужно будет меньше, взять где-то 1,20 м. Надеваем их изнаночным креплением, все 6 отрезков, и потом приступим к плетению уже. Нам потребуется тут знание репсового узла, и, в общем-то, все. Надели все отрезки, закрепили. И так как у нас 6 отрезков, то 3 отрезка у нас будут одной половины сердца, вторые 3 второй половины, да, ну то есть у нас симметрично же оно делается. Мы берем из второго отрезка боковую нить и делаем репсовую такую горочку, диагональ вниз с одной и с другой стороны. И повторять будем также из других 3 отрезков. Плести можно не только сидя, вот как я показываю и снимаю, можно и на весу, да, если у вас там есть рейл, либо куда-то привесить, сделать петельку и плести как бы стоя, чтобы перед глазами висело, а не на столе. После того, как у нас готовы репсовые диагонали, сейчас я буду делать переплетение, как бы как корзиночку такую. Возможно, не очень будет понятно на видео. Я просто не сразу поняла, как лучше это будет делать, но нам нужно, чтобы одна нить как бы вот которая вниз сейчас по диагонали вправо лежит, она была там над, потом под, следующая за ней нить под, над, и вот такое чередование. И которые нити будут с правой стороны, тоже нужно посмотреть, чтобы все чередовалось. Если одна нить над, то другая под. Я надеюсь, вы понимаете, и у вас переплетение получится сделать. Ну, либо посмотрите мое видео и поймите, что можно сделать намного проще, чем я, например, здесь что-то мудрила, как-то складывала. Если в одну сторону смотреть, как бы и нити положить, то как раз одна за другой пойдет, и все будет понятно и логично. После того, как переплетение наше готово, нам нужно закрыть наше сердечко репсовыми также узлами. Берем боковые нити и плетем каждую нить, которая у нас как бы сейчас лежит, на нашу боковую нить. Создаем очертания сердца с одной стороны и с другой стороны.
Но сердечко готово, и можно, например, остановиться на нем одном и оставить. Но я хочу сделать второе. Я сейчас буду делать все точно так же, как в начале, но здесь, видите, я перекрестила нити, чтобы у меня как бы они более интересно смотрелись. Вот эти диагонали ребсовые вниз. Вот таким образом, с одной и с другой стороны я так сделаю. И второе сердце у меня отличается. Оно у меня будет полностью репсовым. Думаю, что вы поймете, увидите, как я делаю. А третье сердечко я также повторю, как и первое. Вот. Надеюсь, что вам, в принципе, понравится. Ну и вы, может быть, сделаете сердечки. Первый вариант, второй. Либо второй вариант, либо вот такую полосочку, как у меня. Ну вот, я не останавливаюсь, а плету третье. И смотрите, здесь я тоже сделаю по-другому. Я начну прям сразу репсовое плетение в одну диагональ. То есть на втором сердце мы так не делали, мы просто перекрестили и пошли по 2 нити. А тут я сначала 3 как бы нити репсовым веду, и потом в другую сторону 2 тоже нити репсовым плетением. И тут получается другой немножко домик, как вы можете заметить. Он закрытый, а тут такой более открытый. Но это ничего страшного не меняет, я просто как бы пробовала различные варианты. И здесь я сделаю сердце, как и первое, с переплетением, но буду переплетение делать в другую сторону. Вот тоже на видео все будет видно.
Ну все, наши сердечки готовы. Остается отрезать лишнее. Я хочу, чтобы отрезки у меня были длинные, как раз вот по самому короткому отрезаю, ну и получается весьма длинно. Что еще нам сделать нужно будет финальный штрих? Это петельку, да. Если вы вот плели на столе так же, как и я, то у вас ее не было. Если вы начали на весу плести, то у вас, я думаю, она была. Я же просто узелком обычным делаю петельку. Отрезок этот сантиметров 50 где-то можно взять, можно даже меньше. И все. Наше такое маленькое, миленькое сердечное панно готово. Я оставлю ссылку под плейлист, где у меня куча всяких панно сердец. В прошлом году я плела прям их очень много. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И встретимся в новых видео. Пока-пока.